В конференц-зале на верхнем этаже небоскреба на Манхэттене стояла вязкая тишина. Мягкое гудение вентиляции казалось настолько громким, что нарушало саму геометрию пространства. В центре длинного стола из темного ореха стоял 35-летний Эйден Роуэлл, человек, выстроивший свою карьеру на безупречной самодисциплине. Его лицо, обычно отрешенное, теперь скрывало напряжение. Совет директоров требовал от него жертвы, которой он не был готов. Дядя, Грегори Роуэлл, холодно напомнил ему: если он хочет сохранить контроль над корпорацией, ему предстоит заключить брак, гарантирующий стратегическое слияние с партнерской семьей. Союз на год, без эмоциональных обязательств, полностью формальный. Эйден понял, выбора у него нет. Лечение его матери зависело от его положения в компании. Он подписал документы, будто ставя подпись под собственной несвободой. Ему не показали лицо невесты. Семья женщины настояла на полной анонимности до дня церемонии. Эйден попытался не думать об этом, погрузившись в бесконечные встречи, примерки и репетиции, которые превращали предстоящий брак в тщательно срежиссированное корпоративное событие. За несколько дней до церемонии он случайно заметил в коридоре фигуру девушки в бледном платье, почти столкнувшись с ней. Она прошла мимо быстро, опустив голову, и ее тихий взволнованный голос оставил в его памяти необъяснимый след. Тогда он еще не знал, что интуитивное напряжение, возникшее в тот миг, разрушит его уверенность в собственной эмоциональной холодности. Церемония проходила в историческом особняке в центре Нью-Йорка. Когда невесту ввели в зал под мягкий золотистый свет, ее силуэт казался хрупким. Эйден ожидал лишь формальности, но когда она подняла вуаль, мир вокруг сжался в одну точку. Перед ним стояла Эмма Свон, девушка, которая 3 года назад помогла ему на проселочной дороге в Новой Англии после аварии, не требуя ничего взамен. Единственный человек, проявивший к нему неподдельную доброту в тот период его жизни. Эйден почувствовал, как внутри медленно трескаются стены, которые он возводил годами. Праздничный банкет вскоре обнажил более тяжелую правду. Брат Эммы, Майкл Свон, появился без приглашения и, охваченный тревогой, рассказал, что Эмма согласилась на брак не ради выгоды, а чтобы спасти семью от долгов после смерти отца. Она скрыла это, потому что боялась поставить под удар репутацию Эйдена. Толпа гостей, привыкшая торговать лицами и репутациями, замерла в любопытстве и осуждении. Эмма стояла рядом, дрожащая под тяжестью раскрытого секрета. Эйден видел в ее глазах страх, который она пыталась скрывать последние недели, и впервые понял истинную цену ее выбора. Он встал перед ней, закрывая ее от взглядов. Холодно, твердо, без единого колебания он заявил, что ее прошлое не относится к делу, а ее решение – акт силы, а не слабости. Его голос разрезал шум гостей и окончательно разрушил ожидания тех, кто думал, что этот брак – лишь холодная сделка. Когда они ушли в сторону от толпы, Эйден почувствовал, что формальный контракт перестал быть клеткой. Он стал чем-то другим, непредсказуемым, живым. Эмма шагала рядом все еще неуверенно, но уже не одна. А он впервые за много лет осознал, что не может оставаться равнодушным. Их союз начинался как расчет, но в тот вечер под огнями старинной люстры стало ясно – судьба уже выбрала иной путь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.